Друзья, всем огромный привет! Сегодня готовлю вот такие вот вкусные булочки. Выливаю в чашку тепленькое молоко, добавляю 1 столовую ложку сахара из общего количества сахара. Высыпаю сюда сразу дрожжи, перемешиваем все. Также из общего количества добавляю сюда 3-4 столовые ложки муки. Все смешиваю. Обязательно накройте пленочкой или же полотенцем. Проверила, друзья, дрожжи отлично работают. Смотрите, какая пышная пенка образовалась. И сейчас сюда добавляю остальные продукты. Значит, добавляю соль, ванильный сахар, обычный сахар. Теперь добавляю сюда 1 яйцо и белок еще 1 яйца. Хорошо все смешиваю. А желтком буду смазывать булочки. И плюс добавлю туда еще в 1 желток чайную ложечку молока. Все хорошо смешиваю. Желательно, чтобы соль и сахар растворились. Теперь сюда добавляю частями просеянную муку. И буду замешивать тесто. Сначала я это делаю ложечкой, а потом уже буду тесто вымешивать на столе руками. Плюс еще в тесто буду добавлять, вмешивать сливочное масло. Девочки, когда-то я прочитала в каком-то журнале, что в тесто, вот именно когда булочки там или пирожки без начинки, можно добавить куркуму. Она якобы полезна и очень красивый придает тесту вид. Я не знаю, я как-то не рискую добавлять куркуму. Что-то я боюсь. Я, в принципе, и запах этой специи не очень-то люблю. Ну и боюсь, чтобы тесто не испортить. А вы напишите в комментариях, если кто-то добавлял куркуму, пробовали уже добавлять в тесто. Напишите, очень интересно. Может быть, тогда и я наберусь смелости, добавлю. Это вот я сейчас замешиваю тесто и вспомнила об этом. Так, ну что, ложечкой достаточно, наверное, уже мешать. И сейчас тесто буду уже вымешивать на столе руками. Так, высыпала на стол последнюю муку, оставшуюся. Отправляем сюда тесто. И теперь эту муку будем вмешивать в тесто. Девочки, муку я больше не подсыпаю. Вот которая осталась, то вмешиваю и все. Не надо тесто забивать мукой. Оно, видите, вот чуть-чуть слегка прилипает к рукам, но сюда мы сейчас будем добавлять еще сливочное масло. Масло сливочное у меня немножко размягчилось. И сейчас частями будем вот так вот вмешивать его в тесто. Вмешивать сильно долго не надо. Тесто получается такое, видите, слегка липнущее и к столу, и к рукам. Миску смазала растительным маслом. Отправляю сюда тесто. Накрываю сейчас пленочкой. И отправляю в духовку под включенную лампочку, чтобы оно хорошо подошло. Противень застелила пергаментной бумагой. Смотрите, как хорошо уже подошло у меня тесто. Теперь тесто обминаем. Если хотите, можете добавить сюда изюм. Но это все по желанию. Руки немного смазала растительным маслом. Сейчас чуть-чуть раскатаю тесто и буду делить его на несколько частей. Теперь накрываю полотенчиком тесто и даю ему возможность хорошо подойти. Духовку уже включила.
Температура духовки 180 градусов. Булочки, как видите, уже очень хорошо подошли. Сейчас смазываю их желтком с молоком и буду отправлять в духовочку. Время выпечки где-то 25-30 минут. Но смотрите по своей духовке, потому что у нас с вами у всех духовки разные. Выпечку деревянной палочкой, приготовилась она или нет. Если хотите приготовить булочки с начинкой, можно приготовить с любой начинкой. Девочки, в моей духовке на выпечку булочек ушло 25 минут. Друзья, смотрите, какие классные они получились. Безумно вкусные и очень вкусно пахнут. Тесто такое, видите, пористое, классное. Вкусняшка. У меня на этом все. Подписывайтесь на мой канал, пишите свои комментарии. Всем пока и до следующего видео.